и становятся лучше ножки. Да, Чувствуете? да. Даже шея не так напрягается. Во время теста? Да. Да. Любая лапароскопия, она прямо сильно нагружает систему нервную. У меня напряжение было в Ага. шее, а сейчас как-то легко. Нету. Легче? Если другое. Да. Да? Ага. Чудеса? Вообще. Вообще чудеса. В течение времени, как работать начала, вот, у меня началась боль, получается, сначала в шее, переходящая потом в голову, получается, одна половина. Болел очень сильно глаз, именно вот эта часть. Вот. Поясница или что-то другое нет, такого вот сильно не болело. С 2014 года? Да, больше, сильнее получается. И с того времени я на Найзе, на нурофене сидела, когда работала, получается. Так, а потом? Стало лучше? Как-то? Потом я вышла в декрет, получается, то ли рабочее местоположение изменилось, меньше стало, получается, Сидеть. сидеть вот так, в таком положении, да. И получше стало. Сменила подушку, но они все равно возобновлялись, если я, получается, давила коляску сильно, или я спешила куда-то, прям вот так вот держала, как бы быстрее. На следующий день, в течение этого дня и на следующий день у меня головная боль, не проходящая без сна, получается. Вот, поспала, вроде бы успокаивается, вот, но все равно найс. Хорошо, то есть когда нагружали верхний плечевой пояс, да, Да. как-то? А что-то еще, спина-то беспокоит, поясница нет? Не беспокоит? Ну, только если вот с ребенком похожу, Хорошо. а так... Поехали про травмы. Какие травмы были? Тут у вас записка, я смотрю, да. Травмы нет, никаких не было таких, ни головы, ничего, ни по шее, ничего не получала, ни ноги, ничего не ломала, нет. Операция, получается, да? Операция 2008 год, это лапароскопия, желтого тела удалили, 15-й тоже лапароскопия, 16-й это вакуумаспирация, плохой итог, потом 17-й роды, 19-й холецистектомия. Лапароскопическая тоже? Да. То есть 3 лапароскопии у вас? Да, это все планово, то есть не по экстремности. А роды самостоятельные были? Да, самостоятельный шов перинео. Ага, понятно. И второй тоже ребенок, 22-й год тоже шов. 14 год. А до 14 года, то есть был какой-то дискомфорт, то есть все равно что-то было? Или вот ничего не было, потом раз и начало появляться? Нет, ничего такого не было. То есть что-то в 2014 году там произошло, да? Я суточно работала, просто каталки катала. Как раз нагружали руки, да? Медицина. Ага, понятно. Я вас буду толкать, здесь буду фиксировать, здесь буду делать толчок. Вы сопротивляетесь, хорошо? Сюда сложнее, да? Да. Мы понимаем, что где-то не работают какие-то мышцы, которые мешают вам стабилизироваться. И от этого могут возникать жалобы, боли. Посмотрим ножки. Я буду давить вниз, вы сопротивляетесь. Сопротивляйтесь. Не работает. Точно сопротивляетесь, да? Да. Держим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не работает. Здесь сопротивляемся. Не работает. Опускаем. То есть они вроде бы сильные, руки, но они в гипертонусе. От этого может быть гипертонус в том числе здесь, и это может нам, как бы вот к вашей жалобе, когда вы нагружаете плечевой пояс, становится хуже. Значит, флексоры бедра слабые, флексоры плечей гипертоничные. Можно такой использовать способ посмотреть, нервной системе выгодна эта боль или нет. Чаще всего да, мы будем давить вниз, вы сопротивляетесь. Вот у нас есть неработающая мышца. Если мы сделаем здесь нехорошо, то есть я чуть-чуть постимулирую зону, которая болит. Да, стимулирую? Да. Держим. И становятся лучше ножки. Да. Чувствуете? Да. То есть мы отсюда делаем вывод, что есть некое состояние, в котором участвует там почти все тело. Есть какие-то мышцы в гипертонусе, какие-то в гипотонии. И есть место жалобы. Когда я нажимаю, стимулирую место жалобы, я нагружаю как бы зону компенсации, становится лучше. Поэтому там будет болеть. Понятно, да? Да. Ага. То есть вам нужно, чтобы включить мышцы, вам нужно, чтобы там болело. Нервная система будет нагружать эту зону самостоятельно. И если мы там будем массировать, будет становиться лучше. Да? То есть вы будете массировать, будет становиться лучше. Но это, потому что это зона компенсации. Это зона, которая помогает.
Соответственно, если мы найдем что-то, что запускает слабость этих мышц, уберем это, то зона компенсации, она как бы будет не нужна. Логика. Железно? Вообще. Железно. Положили руку на пупок. Мы все-таки думаем про лапароскопию. Там в 2008 году была лапароскопия, и в 2008 году была какая-то эмоциональная история. Мы сейчас посмотрим, что из них влияет на тонус Даже шея не так напрягается. во время теста. Да. Да. Мы можем посмотреть, также связано это ли с этим. То есть, если я здесь придавливаю зону, снижается боль. Ну, болевой рецептор, который там находится, снижает свой сигнал. И есть некая закономерность, то есть они связаны, но сейчас мы посмотрим, каким образом. Я постимулировал какой-то рецептор болевой. Стало лучше. Это рецептор, который будет в паре, который помогает, который компенсаторный. Как это работает? Два стимула. Проводящий путь номер 1, проводящий путь номер 2, по которым идет сигнал от болевых рецепторов. Они замыкаются где-то, создавая условный рефлекс оборонительный. Чтобы переделать условный рефлекс, нам нужно на те же самые стимулы простимулировать те же самые два проводящих пути и дать любое безусловное возбуждение нейтрального характера. То есть это сухожильный рефлекс, коленный рефлекс, подбородочный и так дальше. Все, мы его там полечили. Смотрим, что поменяется. Держу. Тут стало сильное и нормотоничное. Эта мышца, держу, стала сильная и нормотоничная. Мы понимаем, что нормотонус стал здесь. Ну, то есть они как-то все-таки связаны были, эти зоны, да? Удивительно. Любая лапароскопия, она прямо сильно нагружает систему нервную. Если у вас есть лапароскопия, надо и есть какие-то жалобы, можно проверить очень просто. У вас есть, например, боль, вы себя массируете там, где больно, прижимаете рубчик, как только что мы сделали, снова массируете, стало меньше больно, все, вам не нужно делать рентген, вам понятно, что вот это запускает ту боль. Для того, чтобы хорошо полечить, нам нужно поискать другие какие-то еще причины. Как вы себя сейчас чувствуете? Нормально? Да, даже легко, мне кажется, сидеть. Легко Я сидеть? Пришла, торопилась к вам, у меня напряжение было, а сейчас как-то легко. Да, это ушел гипертонус. То есть мышцы, когда в гипертонусе, это как плиты там, они лежат. Да. Когда плиты сняли, все, возникает легкость. Да, в голове есть напряжение такое. Сейчас посмотрим голову еще. Держите ручку, я буду вниз давить, вы сопротивляетесь. А травма колена, там, голеностопа, что-то было там, нет? Когда-нибудь подворачивали ножки? Подворачивала Эту ногу. левую. Как вы думаете, почему я спросил? Потому что я знаю, что здесь есть связочки, которые выключают мышцы шеи. И шея может быть связана со стопой. Слабость, нагружу верхний шейный отдел. Держу. Сила. Да, здесь еще будут мышцы слабые подколенные. То есть я просто проверяю мышцы, которые ассоциированы с разными отделами позвоночника. И теперь мы проверим стопу. Почему стопу проверяем? Потому что есть связь с шеей. Я, в принципе, могу протестировать шею. Но поскольку здесь есть жалобы, боли, нагружать лишний раз, дергать шею не совсем корректно. Я буду идти другим путем. Я буду смотреть зоны, которые могут влиять на шею. Сопротивляйтесь. То есть у нас есть проблема в стопе. Я сейчас аккуратно протестирую шею вашу. Хорошо? Сила. Мы нашли еще что-то связанное с травмой стопы. Болевые проводящие пути. Смотрим на стопу. Я стимулирую два проводящих пути. Спиногипоталамический и спинотектальный. И делаю рефлекс. Снова проверяем. Хорошо. Я проверяю снова связочки. Стала по-другому немножко стопа двигаться. Более подвижно. Как-то легче. Я не знаю, как объяснить. Она была такая, как чуть-чуть вязкая, а сейчас стала такая полегче. Расслабленная. Да, расслабленная. Просто болтается, как должна быть. Сопротивляйтесь. Они включились. Давайте сделайте поворот, как вы там, который некомфортно. Вот так. Вот так некомфортно. Хрустит даже. А в каком месте хрустит? Вверху? Вот внутри в шее. Хорошо. То есть что-то у нас еще остается. Давайте будем тогда дособировать анамнез. А какие-то травмы головы были в детстве? Там падения, полки какие-то падали. Может быть, ныряли, втыкались головой.
портфелем кто-то по голове. Ничего такого не было. Хорошо, будем смотреть. Держим. Да. Я нагружаю, то есть, смотрите, я стукнул по голове и передал, кинетическая энергия передалась на позвонки шеи. И нервной системе это не нравится. То есть индикаторная мышца, она слабеет. Ну как, нормально? Если я здесь вот так стукну, видите, слабеет. Я сейчас посмотрю, где-то в шее есть рецептор болевой, который сработал, когда было осевое воздействие на голову. Хрустит. Так же, да? Ну, она не сильно, но есть такой. Есть хруст. Все, выравниваемся. Да. Шапки носите? Ну, как бы бывает комфорт, дискомфорт, когда шапку одеваете, что-то такое? Нет, только если хвост сделаю высокий или когда посплю и волосы, получается, в одном положении, я могу даже с головной болью проснуться, если я... Да, это нам о чем говорит? Это нам говорит о том, что здесь есть нарушение иннервации, то есть здесь есть какое-то возбуждение болевых рецепторов, которые она воспринимает именно таким образом. Она как бы не создает ей какие-то жалобы, она это с детства, она привыкла, да, она просто там знает, что если она хвост сделает высоко и будет нехорошо, она его не делает, так? Да. Ну как бы, все, держим. А мы будем там искать что-то, я постимулирую, вот так. Мы здесь сейчас полечим эту зону, слабость. И снова смотрим, что у нас как будет тут с чувствительностью, как тут дела. Получше. По-другому? Да. По-другому. Нету. Легче? Если в другую. Да. Да? Ага. Чудеса? Вообще. Хорошо. Вообще чудеса. Ну, Да. я вам не сказала, что это я 2 дня назад заподулила. Ну, это, наверное, уже не важно. Ну, смотрите, это важно, но просто мы идем от жалоб и идем от состояния, то, что мы тестируем. То есть, если бы у нас была бы слабость, и мы бы не смогли бы ее закрыть отсюда, то есть мы положили руку сюда, и у нас все слабое, мы бы пошли другие места искать. А здесь она. Нервная система нам то, что показывает, мы то и лечим. Да? Мы убрали, получается, одну историю, связанную с лапароскопией. Тут единственное, что поскольку лапароскопий было 3, возможно, вам нужно еще раз будет подойти, потому что нервная система на следующий прием может показать снова лапароскопию, ну как бы другую историю. То есть 3 истории в одном месте. Соответственно, мы какую-то убрали, но мы не убрали все 3. Да? То есть нервная система нам может выдать это еще раз. То есть вам, по идее, нужно подойти еще раз, чтобы посмотреть, есть там что-то или нет, и убрать это. Да. Вот, полечили вот это, потом мы полечили стопу, травму стопы, и полечили какую-то травму головы когда-то, про которую она не помнит. Это, может быть, было в родах, но, в общем, вот так. И, ну и все, шее стало легче, Да. плечам стало легче. Да. Все, в принципе, мы можем пациентку отпустить и пригласить ее повторно через 2-3 недели. Ну, то есть мы посмотрим, что изменилось за 2 недели. А вы как бы хорошо отрефлексируете, то есть запомните, что произошло, там, как вы себя чувствовали, и расскажете нам. Вау. Да, класс. Класс. Все, можно одеваться. Чудо. Давайте. Чудо. Это не чудо, это физиология, просто физиология.